Привет, друзья! Вы на канале Реальный Харьков. Сегодня я расскажу про историю села Липцы, которое располагается на линии фронта. Липцы – село в Харьковском районе Харьковской области, административный центр, в который не входят другие населенные пункты, через которые протекают реки Харьков и Липец. Здесь находятся старинные каменные карьеры, Липецкие пещеры, которые нравятся спелеологам и любителям подземных прогулок. Село впервые упоминается в 1660 году и было населено крестьянами с Приднепровья. Раньше время основания выводили с 1655 года на основе документа «Память Григорию Спешкову», опубликованного Филаретом. Но архивист Виктор Васильевич Страшко определил, что тот документ касается основания не Липцев, а Харькова. С 1658 года Липцы стали сотенным городком Харьковского полка, простирающегося в длину на 15 верст, в ширину на 7. По составу населения Липцев есть информация за 1732 год. Из нее видно, что большая часть населения Липец – это казаки и их подпомощники. Название села происходит от реки Липчик, наименование которой, по легендам, происходит от многочисленных липовых рощ, которые в старину росли на ее пологих берегах. Первые поселенцы слобод переносили на слобожанщину казацкий полково-сотенный строй, который стал основой военного и административно-территориального деления. Население в 1779 году, согласно ведомостей, из каких именно городов и уездов Харьковское наместничество составлено и сколько было у них душ на 1779 год, было довольно большим. 1431 войсковой обыватель, 48 цыган, 136 владельческих подданных мелкопоместных помещиков и 13 однодворцев поручика Петра Черняка. Таким образом, Липцы в том году были вторым по размеру населенным пунктом Харьковского уезда, уступая только войсковой слободе Деркачи. Дмитрий Боголей приводит данные о татарских нападениях на слобожанщину 1680 и 1681 годов. Среди многих населенных пунктов были ограблены Липцы, Борщевая и другие села Харьковского уезда. В селе Липцы происходили и ярмарки. Наиболее значимыми были 1 мая, 29 июня и 1 сентября. Интересен рассказ о торгах в Липцах академика Зуева, который бывал здесь в 1781 году. В воскресенье рано въехали в села. Все были на базаре. Улицы заставлены повозками с хлебом, огородиною и крымскою солью. В домах и по магазинам содержались ушаты и бутыли с водой и медом. Все было похоже на ярмарку, но ярмарочного ничего не было. Только водку и соль покупали здесь на готовые деньги. Все остальное на обмен и даже с переводом на третьего человека. Ярмарки в Липцах устраивались в самых людных местах. Такими местами были обычно площади возле какой-нибудь церкви. В документах сохранились упоминания о стихийных бедствиях, в результате которых население села Липцы понесло значительный ущерб. Так, 24 апреля 1836 года датируется коллективное обращение липецких обывателей во главе с Николаем Гармашем, в котором сообщается о пожаре, во время которого сгорело 60 дворов, уничтожено все имущество, хлеб, зерно для посева, телеги, плуги и так далее. Крестьяне обращаются к харьковскому губернатору князю Петру Трубецкому с просьбой об обеспечении лесом на восстановление домов, заборов и предоставление денежной помощи. В результате февральского наводнения 1853 года в слободе Липцы была снесена водой хата государственного крестьянина. Утонули 2 лошади, 12 голов рогатого скота. В селе со времен его существования было 3 церкви. Первым был построен Покровский храм еще в 1678 году. Новую деревянную церковь построили в 1800 году. К сожалению, эта церковь простояла недолго.
так как сгорела во время пожара 24 апреля 1836 года. Новую каменную церковь отстроили и осветили в 1854 году. Церковь Рождества Христова была построена около 1722 года. Согласно переписи 1732 года при этой церкви действовала школа. Третий храм Святого Николая. Ныне это парк Липецкой школы имени Щепкина. С середины XIX века особое внимание уделяется развитию образования. На смену церковно-приходским школам и училищам приходят народные школы, появляются первые общественные библиотеки. Народная школа в Липцах была основана в 1843 году, получила звание образцовой в 1867. Содержалась на средства земства и общины. Размещалась в общественном здании. Преподавались чтение, письмо, закон Божий, арифметика. После земской реформы 1864 года в 70-х годах XIX века в Липцах уже действовала общественная библиотека. В конце XIX века в Липцах была открыта первая чайная читальня. В начале 1917 года был учрежден драмкружок. В 1903 году в Липцах земство предложило устроить детский дом. В 1907 году в Липцах появляется реальное училище. В начале 1920-х годов Липцы были уже центром Липецкой волости. В 1922 году была организована артель «Пчела и улей», куда входило 24 крестьянских хозяйства. В 1928 году организуется кооперативная артель «Кожух», в состав которой входило 15 семей. Впоследствии открывается пункт «Кожсиндикат» по заготовке и засолке кожи. В период сталинского тоталитарного режима в Липцах за короткое время проведена сплошная коллективизация. В 1930 году она была объявлена завершенной. В это время Липцы уже были районным центром. В списке кулацких хозяйств, подлежащих ликвидации в 1930 году, насчитывалось 52 крестьянских хозяйства. 29 октября 1941 года село Липцы было захвачено немецко-нацистскими войсками. Во время оккупации во Вторую мировую войну оно превратилось в так называемый общественный двор, во главе которого немцы поставили старосту. В Липцах был создан партизанский отряд. С момента оккупации территории Липецкого района немцами отряд находился на переднем крае обороны наших частей в районе Волчанска и Старого Салтова по реке Северский Донец. Липецкий партизанский отряд 15 ноября 1941 года совершил нападение на немецкую автоколонну, двигавшуюся по дороге Терновая-Липцы. 35 гитлеровцев были уничтожены. Всего за время существования отряда было осуществлено 22 разведочных и 15 боевых операций. Уничтожено 87 немецких солдат, 7 автомобилей с боеприпасами, 3 танка среднего типа, 11 подвод с грузом, подорваны 2 моста. С наступлением весны 1942 года положение ухудшилось. Немецко-нацистские захватчики начали вывозить молодежь на работу в Германию. Известно, что 89 жителей села Липцы были насильно вывезены на каторжные работы в Германию. Первое освобождение села Липцы состоялось 13 февраля 1943 года, но вскоре село вновь оказалось под оккупацией сразу после захвата немцами Харькова 15 марта 1943 года. Окончательное освобождение Липецкого района начала Белгородско-Харьковская операция, которая длилась с 3 по 13 августа 1943 года. Село Липцы находилось в условиях оккупации около 2 лет 23 месяца. В честь советских воинов, павших смертью храбрых при освобождении села, был установлен памятник. В послевоенные годы население Липцев составляло более 3000 человек.
В 1970-1980-х годах село активно застраивается, строят четырехэтажные дома, заводы, школы и детские сады. До 24 февраля 2022 года, до полномасштабного вторжения России в Украину, в Липцах работали средние школы, библиотека, дом культуры, больница и магазины. Был стадион имени Юрия Тарасова, свой футбольный клуб. На территории Липецкого сельсовета создано Травянское водохранилище, работала швейная фабрика. В Липцах родился Петр Щепкин, народный учитель и орденоносец. В 1936 году при его участии построили школу, а рядом в честь него установили памятник. До полномасштабного вторжения России в Украину в Липцах располагались интересные исторические объекты, которые можно было посетить. Братская могила советских воинов, церковь Рождества Пресвятой Богородицы, построенная в 1995 году. Ну а главной достопримечательностью Липцев являются Липецкие пещеры. Здесь находится комплекс самых протяженных антропогенных пещер, которые датируются началом XVIII века и имеют общую длину 900 метров. Интересно, что камень, который добывают из пещер, использовался при застройке старого тракта, построенного в XVIII веке. В XVIII-XIX веках здесь добывали песчаник. Каменоломни были достаточно большие, со входами с двух сторон балки и порядочной высотой сводов. В послевоенные годы здесь нашли ящик гранат, сохранившихся со времен боевых действий. В каменоломнях очень мягкий грунт, а многие переходы между комнатами уже засыпаны. Известно о несколько доступных входов в Липецкие пещеры. Одна из пещер имеет сложную систему ходов, площадью 380 метров и довольно просторные комнаты. Самая протяженная пещера – 650 метров. В пещерах стабильный микроклимат, температура в любое время года примерно 13 градусов, нет сквозняков и высокая влажность. Поэтому здесь обитают летучие мыши. Пещеры каменоломни описаны в работе исследователя Андрея Ковалева «Пещеры Харьковской области». В селе Липцы водится легенда о полтергейсте в квартире капитана Жанданченко. В 1853 году в его доме неоднократно летали ножи, кирпичи, рассыпались крупы, бились стекла и загорались вещи. Когда квартиру пришел осветить священник, в него с чердака полетел топор. Вскоре из-за постоянных внезапных возгораний дом сгорел полностью. За 30 лет до происходящего в этом доме была пересыльная тюрьма. Один из арестантов проклял место, сказав, что здесь его запомнят надолго. С тех пор и начались мистические явления. 24 февраля 2022 года село было оккупировано российской армией в первый день вторжения России в Украину. В качестве баз российские военные использовали отделение полиции и детский сад. Освобождено было в середине сентября 2022 года в ходе контрнаступления в Харьковской области. С 10 мая 2024 года за село идут боевые действия в ходе повторного наступления вооруженных сил Российской Федерации. Село постоянно подвергается ударам артиллерии и авиабомб. Именно с Липцев обстреливали район Северная Салтовка в Харькове. На конец января 2025 года в селе оставалось всего 4 человека. А на сегодня село Липцы выглядит так. Я предвкушаю тот факт, что после просмотра данного ролика и то, что я называю Липцы Липецкой громадой,
Зрители в комментариях будут высказывать свои возражения насчет того, почему Липецкая, а не Липцевская. Беглое изучение документов в открытом доступе позволяет мне высказать несколько соображений на этот счет. Так сложилось традиционно и тянется со времен основания села. В настоящее время существует Липецкая сельская территориальная община. Ранее существовал Липецкий район, еще раньше была Липецкая волость, а в казачьи времена Липецкая сотня. Даже если с филологической точки зрения есть ошибка, то она уже настолько укоренена, что менять что-то, на мой взгляд, нет никакого смысла. По состоянию на сегодняшний день во всех официальных документах фигурирует Липецкая. Название села происходит от названия реки Липец. В доступных источниках зафиксированы названия деревни Липеца или Липеца. Соответственно, так изначально и называли Липецы, откуда и пошло название Липецкая сотня, а не Липцевская сотня. Со временем же буква «Е» выпала, и вместо Липецы стали Липцы, потому что так удобней произносить. А вот название сотни, волости, района и общины буква «Е» не выпала, а осталась. Поэтому и имеем Липецкая, а не Липцевская. Вот такое простое объяснение. Пусть более профессиональные лингвисты, если смотрят это видео, меня поправят, если я ошибаюсь.